Привет, Арми. Как дела? Надеюсь, у вас все хорошо. Поддержите этот канал, ставя лайки, оставляя комментарии и подписываясь, чтобы с большим энтузиазмом делиться интересными новостями о К-поп. Джангкук BTS официально становится главной иконой самого грандиозного модного показа года в Китае. Привет, Арми. Ночь, которая изменила все. Шанхай в эту ночь был не просто городом. Он был живым, дышащим шедевром. Река Хуанпу мерцала, как жидкое серебро в лунном свете, рассекая город лентой мечты. На ее берегах возвышались небоскребы, словно подсвеченные памятники человеческим амбициям, их отражение мерцало на поверхности воды. На узких улочках сияние красных и золотых фонарей мягко покачивалось на вечернем ветру, их мерцание напоминало о глубоких культурных корнях Шанхая. Но в воздухе витал гул, пульсация волнения, которая распространялась по толпе, словно невидимый поток. Улицы, ведущие к единственному залу со стеклянной крышей, были заполнены людьми, одетыми в свои лучшие наряды. Некоторые пролетели тысячи миль только ради этой ночи. Фотографы, инфлюенсеры, модные редакторы и преданные поклонники все направлялись в одно место. Внутри этого зала вот-вот творилась история. И в центре всего этого был один человек, Джон Чонгук, самый молодой участник BTS, который теперь вступает в роль, которая упрочит его имя не только в истории музыки, но и в хрониках мировой моды. Предвкушение перед бурей. Неделями циркулировали слухи. Приближался самый большой показ мод года в Китае, и шепотки начали всплывать. Джонгкук мог не только присутствовать, но и стать главной иконой. Но в настоящей секретности высокой моды никто не мог ничего подтвердить. Не было никаких утечек изображений с примерок, никаких размытых видеорепетиций, ни единого намека от стилистов или руководителей брендов. Единственным тизером был один единственный темный силуэт, анонимно размещенный в сети, показывающий очертания высокой фигуры, поправляющий воротник. Интернет погрузился в хаос. Армия увеличивал, кадрировал и анализировал каждый пиксель, уверенный, что это он. За кулисами подготовка была столь же тщательной, как королевская церемония. Дизайнеры охраняли одежду, как бесценные сокровища. Подиум был отполирован до совершенства. Каждый свет, каждый ракурс, каждая нота были отрепетированы с военной точностью. За кулисами последние часы. Чонгук тихо прибыл, его проводили через отдельный вход, чтобы избежать ослепляющих вспышек камер. Внутри царила наэлектризованная атмосфера. Модели в последний раз репетировали свои движения. Стилисты суетились над тканевыми шторами, а в воздухе витал аромат свежих цветов, украшавших площадку. Джонгкук сидел перед зеркалом в обрамлении светящихся лампочек. Комната наполнилась тихим бормотанием на нескольких языках: корейском, китайском, английском, французском. Пока международная команда работала слаженно, его визажист аккуратно наносил тонкий, но сияющий макияж, мягко говоря: «Ваша кожа отражает свет, как вода на рассвете». Стилист по волосам поправлял каждую прядь, добиваясь совершенства с любого ракурса. Несмотря на статус мировой суперзвезды, Чонгук молча выслушивал каждое указание, уважительно кивая команде. Никакого высокомерия, только сосредоточенность. Когда главный дизайнер вошел в зал, наступила минута молчания. Дизайнер посмотрел на Чонгука, улыбнулся и сказал: «Сегодня вечером ты не просто носишь коллекцию. Ты и есть коллекция». Свет гаснет. Публика в зале представляла собой мозаику мировой модной элиты. В первом ряду расположились иконы, легендарные дизайнеры, редакторы журналов, голливудские актеры и даже политические деятели. Воздух был полон предвкушения. Массивные свинцовые экраны в конце подиума засияли, показывая кинематографический монтаж, панорамные виды Шанхая.
Вспышки золотого света и абстрактный силуэт мужчины. Заиграла музыка, глубокий ритмичный бас. В сочетании со струнными инструментами, создающий сочетание современной дерзости и вневременной элегантности. И вот из тени вышел он. Первый шаг прибытия короля. Чингук появился в черном костюме, сшитом на заказ. Богатая и глубокая ткань, украшенная изящной золотой вышивкой, которая отражала свет, словно расплавленный металл. Крой пиджака подчеркивал его сильные плечи и тонкую талию. А блеск ткани делал каждое движение гипнотическим. Его походка была размеренной, неторопливой. Немедленный, каждый шаг идеально соответствовал ритму. Его взгляд был устремлен вперед, излучая одновременно властность и таинственность. Казалось, что все присутствующие затаили дыхание. Камеры взорвались шквалом вспышек. Публика могла разглядеть каждую деталь. Тонкую фактуру ткани, отблеск света на золотой нити, то, как костюм двигался вместе с ним, словно был частью его тела. В конце подиума Чингук замер. Одна рука скользнула в карман, подбородок слегка приподнят. Легкая улыбка изогнулась в уголках его губ. В этот момент образ был увековечен. Не только на фотографиях, но и в умах всех зрителей. Второе дефиле «Будущее» открылось. После нескольких сегментов, демонстрирующих работы других дизайнеров, свет изменился. Прохладный. Синеватые тоны заполнили пространство, и музыка стала воздушной и потусторонней. Толпа чувствовала, что приближается что-то новое. Из-за занавеса снова появился Чингук. На этот раз в жемчужно-белом костюме с замысловатыми серебряными украшениями. Вдоль воротника и рукавов. Под светом прожекторов наряд мерцал, словно сотканный из лунного света. Это дефиле было другим, более свободным, более плавным, но все еще полностью контролируемым. Каждый его шаг источал футуристическую элегантность, словно он вел публику в новую эпоху моды. Когда он снова достиг конца подиума, некоторые зрители уже стояли и хлопали в ладоши еще до того, как стихла музыка. Реакция внутри зала. В первом ряду опытные модные редакторы, известные своей холодной, расчетливой критикой, подались вперед в искреннем восхищении. Один прошептал другому: «Он не просто носит одежду. Он рассказывает историю». В VIP-зоне счастливчики, которым достались билеты, были явно взволнованы. Некоторые сдерживали слезы, сжимая в руках спрятанные под пальто ластики BTS, и незаметно поднимали их, когда он проходил мимо. Интернет взорвался. За считанные минуты внешний мир загорелся. Хэштег «Хишонкук Фэшн Шоу» чайно взлетел на вершину мировых трендов. Видео с его выходом на сцену молниеносно разлетелись по Твиттеру, ТикТоку и Инстаграму. Замедленная съемка его первого выхода на сцену набрала миллионы просмотров меньше, чем за час. На Уэйбо разделы комментариев взорвались. Он словно герой настоящего фильма. Даже те, кто не знаком с BTS, влюбляются в него. Это не просто мода. Это искусство. Даже китайские знаменитости начали публиковать его фотографии в социальных сетях, называя его новым императором моды Азии. Глобальный резонанс. Аналитики модной индустрии сообщили, что в течение 48 часов после показа количество онлайн-запросов бренда Jungkook Wara резко возросло. Вещи, похожие на его черно-золотой костюм, были распроданы на нескольких азиатских рынках. Показ транслировали по международным модным каналам, и комментаторы называли его присутствие преобразующим. На следующее утро Vogue опубликовал редакционную статью. Джонкук привнес на подиум эмоциональную близость, в которой отчаянно нуждается современная модная сцена. Его харизма не искусственная. Она врожденная. Слухи и будущее.
Инсайдеры утверждали, что как минимум 3 крупных европейских дома моды уже обратились к Чингуку с предложениями стать их мировым амбассадором. Один из дизайнеров намекнул на совместную линию одежды, сказав, он не просто носит моду, он ее понимает. Для армии этот момент был не просто важной вехой. Это была первая глава новой эры. Эры, где Джункук будет влиять не только на музыкальные чарты, но и на направление мировой моды. Финал — ночь, которая войдет в историю. В последнем дефиле вечера все модели вернулись на подиум, но было ясно, на ком сосредоточено внимание зрителей. Казалось, каждая камера, каждый взгляд, каждый прожектор следовал за Чингуком. Когда музыка нарастала, он повернулся к зрителям, нежно помахал рукой и мягко улыбнулся. Улыбка, которая несла в себе благодарность, гордость и тихое торжество. Когда свет погас и аплодисменты стихли, осталась одна истина. Шанхай не только принял самый большой показ мод года. Он стал свидетелем рождения новой легенды моды. Джон Джункук больше не был просто мировой музыкальной звездой. Он стал отныне и навсегда мировой иконой моды. И мир снова влюбился в него.